Всем привет! Очень по вам соскучилась. Сегодня видео про то, как можно интегрировать свои интересы внутрь Notion, и это все сделать в игровой форме. Раз вы тут, то вы уже видели название. Мы говорим про ценности, говорим про то, как их выявить за 4 шага, и эти шаги я оформила в абсолютно прекрасной, интерактивной, красивой, оформленной форме в приложении Notion. Если вы досмотрите видео до конца, то в конце я расскажу, как получить этот шаблон и как выявить свои ценности. Об этом мы и поговорим в самом видео. Но давайте начнем с самого начала. Почему ценности? Что это за шаблон? Почему Notion? Почему это все так вот сочетается? И почему это вам надо? Что тоже очень важно. Когда передо мной стала задача выявить свои ценности, то она показалась мне очень громоздкой, очень сложно себя было усадить за стол, выделить по часу времени несколько раз, возможно, это надо сделать, чтобы выявить ценности. Есть много вариантов, мы чуть позже с вами про них поговорим, но тот, который выбрала я, достаточно громоздкий, мне показался рабочим, поэтому хотела делать этот вариант. Как его сделать, если не заставлять себя каждый день садиться и через «не хочу» что-то писать? Очень скучно, очень. У меня есть много других дел, которыми можно заняться. Я подумала, что это можно сделать в моем любимом Notion. Так оно и получилось. Можно было бы пойти к коучу и с каким-то вторым человеком, вообще лицом со стороны, проще сделать эту задачу, но не было у меня такой потребности, как идти на коуч-сессии, но была потребность и интерес выявить свои ценности. И исходя из этого уже можно поговорить о том, что такое ценности. Даже если вы знаете, я думаю, вам будет полезно услышать то, как мой мозг обрабатывает эту информацию. Поэтому останьтесь, или если вы сразу хотите смотреть, как это сделано в Notion, как всегда, таймлапс будет в описании, смотрите таймлапс и мотайте туда, куда вам интересно. Если говорить кратко, то ценность — это мой жизненный идеал, на который я могу опираться при принятии решений. И если я на него буду опираться, то это даст мне практически гарантированно результат, который меня удовлетворит. Поэтому важно знать свои ценности. Ценность выражается одним словом. Нет хороших или плохих ценностей, есть ваши ценности. К примеру, ценностью может быть красота, ум, наблюдательность, но также ценностью могут быть наглость или учтивость. Все зависит действительно от того, что вам дает удовлетворение от ваших действий, от ситуаций, в которых вы пребываете. Я верю в то, что человек может находиться в большей гармонии с окружающим миром и больше быть уверенным в результате своих действий, если он знает свои ценности, он знает, когда они нарушаются, почему он чувствует себя плохо, и если проанализировать, то там была ценность ваша какая-то нарушена. Также он может опираться на свои ценности при принятии ежедневных решений, что достаточно удобно. Это, по сути, еще один инструмент, который вы можете попробовать, а можете не пробовать. Мне всегда интересно в такие инструменты идти, поэтому я пошла. Весь материал, который использован в разработке данного шаблона пространства, в том, как я выводила свои ценности, взят с сайта Европейской школы коучинга и некоторых статей. Все, что найду, потому что много чего изучала и могу что-то упустить, все, что найду, все прикреплю в описании под видео, можете также изучить. Вся информация доступна абсолютно бесплатно. Информация есть, но ее очень много. И есть много практик, с помощью которых вы можете вывести свои ценности. Начиная от того, что вы можете представлять себя на необитаемом острове или представлять себя животным и т.д. и т.п., но я остановилась на чем-то более для меня приземленном, то, что я считаю более эффективным, а именно анализирование, рефлексия историй из своей жизни и своих эмоций из этих историй. Это была краткая теория, и давайте не будем больше откладывать и посмотрим на моем примере, на примере пространства в Notion, как можно выявить топ-5 своих ценностей интерактивно, интересно, удобно, и они еще у вас и останутся в вашем пространстве, и можно потом будет раз в год, раз в полгода, раз в 2 года пересматривать этот список и решать, это все еще ваши ценности, или у вас очень сильно или у вас кардинально изменилась жизнь, и у вас уже другие ценности на первом месте. Давайте смотреть.
вы знали, что вы можете поддержать развитие этого канала? Как всегда, внизу в описании под видео есть ссылка на мой Boosty и Ko-Fi, как вам удобнее. Вы можете проспонсировать появление на этом канале нового микрофона, человечного, адекватного. Также вы можете угостить меня чашечкой кофе для бодрого настроения при подготовке нового материала к новым выпускам. Ну и, конечно же, лучшая ваша поддержка — это лайк, подписка и комментарий. Спасибо за внимание, давайте продолжать. Перед нами сейчас главная страница. На главной странице я предлагаю в первую очередь зафиксировать, для чего вы хотите узнать свои ценности, чтобы что. Что вам надо? Вам хочется на них опираться при принятии решений? Или вам сейчас в данной ситуации предстоит какая-то глобальная перемена в жизни, и вы хотели бы убедиться, что вы все делаете правильно? Ну, знаете, там убедиться на 100% не получится, но как будто уверенность получить. Или вам просто интересно, или вы хотите посмотреть, какие эмоции, какие события привели к той или иной ситуации в вашей жизни. Предлагаю зафиксировать это наверху вашего рабочего пространства, куда вы будете чаще всего заходить. Затем у нас небольшая аффирмация, я не знаю, можно это назвать так или нет, просто утверждение и напоминание самим себе о том, что классно было бы честно отвечать на вопросы, все-таки это ваше пространство, я думаю, его никто не увидит. И врете ли вы себе в ответах на вопросы? Сложно не врать, но можно. Я сегодня говорю очень коверканно, давно не записывала видео. Вот это да, прошу простить. Буду чаще практиковаться. Далее у нас идет характеристика ценностей. Она разворачивается, это то, про что я вам говорила, чтобы лучше понять, что такое ценность, как она может выражаться, что она в себе должна содержать. Я тут поместила тоже информацию, найденную на сайте школы европейского коучинга. Я здесь поместила информацию о характеристике ценностей. При этом у нас есть еще справа столбец, вот он. В правом столбце будут отображаться 5 итоговых ценностей, которые будут выведены по итогам нашей с вами работы. Они здесь появятся автоматически, Notion уже настроен, вам тут ничего трогать не надо. Сюда эта таблица выведена только для того, чтобы, если вы захотите обновить, освежить информацию у себя, зайти на страницу, посмотреть, сразу быстро увидеть, что у вас там топ-5. И самое интересное, и то, ради чего этот шаблон делался, это шаги. У нас есть 4 шага, чтобы выявить топ-5 ценностей. Они, в общем-то, выглядят одинаково в формате галереи. Можем еще раз просмотреть, как у нас выглядит главный экран. Я вам прокручу сверху вниз. Достаточно в спокойном оформлении, чтобы ничего не отвлекало. Просто, чтобы погрузиться в себя, там, создать атмосферу располагающую, когда вы можете сконцентрироваться, когда никто не будет вас отвлекать. Там, наденьте наушники или просто попросите домашних вас не дергать. Сейчас вот понадобится время, чтобы посидеть, побыть наедине с собой, куда-то углубиться в воспоминания. Если вы ведете дневники, доставайте свои дневники, вот они вам и пригодятся, какие-то записи, заметки. Можете этим всем сейчас вокруг себя обложиться, это пригодится. Если у вас этого нет, вам просто пригодится то, что у вас есть вот тут вот. Вернемся к оформлению. 4 шага. Чтобы начать первый шаг, надо нажать на первый шаг, но хочу еще обратить ваше внимание, что здесь есть шкала выполнения. Только вы какой-то из шагов выполняете, она загорается оранжевым цветом. Мы это чуть далее с вами рассмотрим. Загорается она оранжевым цветом, потому что я предлагаю делать все не за один подход, но это будет too much. Сделать все за один подход, это... Я думаю, вы перегрузитесь, вам эти топ-5 ценностей не нужны будут потом еще подумать, зачем я сюда полез? Предлагаю растянуть на несколько раз, поэтому тут целое пространство, а не просто одна таблица. Перейдем уже к первому шагу. Первый шаг. Я открываю. У нас открывается страница, в которой написано, что здесь надо описать 10 ситуаций своей жизни, после которых вы чувствовали себя счастливым, удовлетворенным, радостным. Здесь очень важный шаг, что экстра счастье лучше не выписывать в таких ситуациях, потому что экстра эмоции, там, супер счастье или супер такое депрессивное состояние, это тоже какие-то моменты в нашей жизни единичные, которые не так уж часто повторяются, и редко из них именно какой-то парадокс вычленить. Поэтому каких-то вот спокойное счастье, радость, удовлетворенность, такие истории. Если вы хотите пойти чуть глубже, я предлагаю сделать 5 радостных и 5
ряде грустных, опять-таки не депрессивно грустных, просто там где-то вы не постояли за себя, где-то еще что-то случилось, и вы там вовремя не ответили, а потом после проиграли в голове варианты ответов. Вот это в грустной истории можно писать. Я думаю, будет полезно. Но сразу предупреждаю, на моем опыте, я думаю, что так будет у большинства людей. Хорошие моменты вспоминаются легко, грустные моменты вспоминаются достаточно сложно, и можно себя еще загнать в какие-нибудь депрессии, какие-нибудь грустное состояние. Если вы и так не очень себя хорошо сейчас чувствуете, давайте из хорошего вычленим. Это нам подходит абсолютно. Я тут для вас в шаблоне привожу пример своего заполнения, чтобы вам было сразу наглядно видно, как это можно заполнить. Смотрите, у нас здесь есть таблица, сразу в ней есть 10 строк и 10 строк, чтобы вы заполнили ситуацию жизни, которая вас привела к тому или иному результату. На примере моей ситуации мы заполним первую. Каждый раз, когда я там принимаю ванну или душ при свечах, сама себе эту атмосферу создаю, чувствую себя классно, расслабленно, просто вау, топовая ситуация, повторяется часто. Из этой ситуации можно что-то вынести, что мне нравится. Я заполнила, предположим, и кручу вниз, и у нас здесь осталось всего 3 шага, которые мы можем сделать. Это выйти на главный экран, для этого просто надо нажать на кнопку, и вы выйдете на главный экран. Также вы можете перейти к следующему шагу, если вы этот шаг не заполнили полностью, например, вы решили не сразу 10 историй заполнять, а по одной истории писать и проходить шаги, тут от вас зависит, то здесь можно просто перейти к следующему шагу. А можно отметить шаг как выполненный и перейти к следующему шагу. Предположим, мы заполнили все 10 историй, вот мы все здесь написали, и переходим к следующему шагу. У нас все заполнено, мы хотим отметить этот как выполненный. Все, я нажала. Что происходит? Во-первых, мы перешли ко второму шагу. Видите, здесь уже другая таблица, и вот история, которую мы только что с вами заполняли, она тут уже автоматически заполнена, у нас видна. А также, если выйти на главный экран, помните, я говорила вам про то, что кружочек загорается оранжевым цветом. Вот, кружочек у нас оранжевый, что значит, что этот шаг выполнен. Итак, 4 раза. Тут разница задания, которые надо делать. Представим, что это блокнот. Наверное, у большинства были блокноты с заданиями, какой-нибудь «Уничтожь меня» журнал или что-то такое. Вот по такому же принципу работает это пространство. Единственное, немножко отличается последний шаг. В последнем шаге у нас несколько других таблиц, они по-другому выглядят, но в целом механика понятная. Вы открываете первый шаг, заполняете, переходите дальше, для этого везде есть кнопки, чтобы или выйти на главный экран, или перейти к следующему шагу. И внутри самих шагов тоже уже все задачи супер простым языком понятно описано, что там надо делать. И если вам интересно более расширенно посмотреть, как это происходит, то сейчас будет час для тех, кому интересно. На моем примере, на примере заполнения мной вот всех 4 шагов, но только одной истории, а не 10. 10 историй надо писать для того, чтобы увидеть какие-то повторяющиеся паттерны. Я вам просто покажу на примере одной истории, как каждый из шагов работает. Оставайтесь тут, и если вам все понятно и хочется уже поскорее узнать, откуда этот шаблон, кто я такая, как этот шаблон получить, то мотайте дальше. А мы с вами, с теми, кто остался, смотрим прохождение 4 шагов по выявлению ценностей. Я вам оставлю этот пример, чтобы он всегда был перед глазами, было видно, по какой логике я выполняла каждое из заданий. У вас тоже в шаблоне, который вы сможете скачать, будет этот пример. Первая история. Напоминаю, что надо написать 10 ситуаций в своих жизней, после которых я испытываю радостные, положительные эмоции, удовлетворенность этим моментом моей жизни. Вот такую историю. Первое, что мне приходит. Также здесь есть вопросы, которые могут помочь, если совсем сложно вспомнить что-то из истории, что можно написать, как можно более расширенно написать. Конечно, чем более расширенно вы напишете историю, тем больше вы сможете из нее вытащить. Именно по этой причине рекомендую не сразу, не нахрапом делать все 4 шага, это достаточно обширная работа. Поэтому я ее вбила в такое пространство, с которым интересно взаимодействовать. Потому что работа действительно большая. Для кого-то это стоит того, чтобы потратить времени, для кого-то нет. Тут уже тоже вы выбираете. Моя история. Каждый раз, когда я принимаю ванну при свечах, чувствую себя супер классно, чувствую радость, красоту, просто танцую, пою, и после мне так спокойно и хорошо на душе. Вот я эту историю описываю, можно более в подробностях описать. Я вам и так достаточно интимную историю рассказываю. Поэтому тут без лишних подробностей, но смысл понятен. Вот ситуация, она часто повторяется. Это не обязательно критерий, чтобы одна и та же ситуация повторялась.
Но у меня такая ситуация. После нее мне прям кайф. Хорошо. Мы с вами предположим, что я заполнила не ее одну, а 10. Я тогда нажимаю на кнопку «Отметить шаг как выполненный» и перейти к следующему шагу. Перехожу к следующему, у меня сразу открывается второй шаг, и здесь мне предлагается потратить еще немного времени, напоминание еще раз, что все нормально, и даже рекомендуемо делать не за один подход. И здесь во втором шаге нам надо провести анализ этих 10 ситуаций, которые мы описали в прошлом шаге. Ситуация здесь уже, которые вы описали в прошлом шаге, и я написала мой пример, он автоматически сюда уже подгрузился во второй шаг, то есть вы будете его видеть. Надо провести анализ. Какие факторы повлияли на ваше радостное самочувствие? Если вы подошли уверенно, упорно к задаче и описали подробно ситуацию, скорее всего, вы уже внутри анализ даже провели, но здесь планируется, что вы пишете пунктами, что привело к такой ситуации. Мои пункты — это красота, что была вокруг красивая обстановка, свечи, все дела, тишина, что я была в центре своего внимания, осознанно заботилась о себе. Это значит, что все было безопасно, раз я могла себе такое позволить, и мне хорошо самой собой было, без компании, без телефона, без всего, прям было супер. Это мой анализ ситуации, почему она такая происходит, почему мне в ней приятно, что на это влияет. То есть тут у вас тоже есть вспомогающие вопросы, которые помогут разобраться вообще, что да как происходит, почему. И так мы делаем с 10 ситуациями, и когда мы сделали, мы отмечаем шаг как выполненный и переходим к следующему шагу, к третьему, он же предпоследний. В третьем шаге я предлагаю, не я вообще, а школа коучинга. Надо вычитать все истории, анализ этих историй и вывести уже оттуда ценности. То, какими ценности могут быть, есть на главной странице, здесь есть быстрая ссылка к характеристикам. Также хочу сказать, что истории могут быть абсолютно разные, могут повторяться, но, скорее всего, это истории из вашей жизни и отсмотренные вашими глазами, вашим мозгом, и, скорее всего, там будут достаточно очевидно повторяться какие-то паттерны. Давайте посмотрим, как из истории, которые мы разобрали про ванну, можно вывести ценности. То есть в анализе я уже писала, что красота, и красота — это ценность, ее можно сюда выписывать. Доброта — это я про доброту к самой себе, постоянство, безопасность, самолюбование. Это, кстати, самолюбование ведь нельзя назвать положительной ценностью. Но вот видите, в этой истории такое есть, поэтому было бы честно здесь это зафиксировать. Просто сюда нажимаете и вводите ту ценность, которую считаете, что как одним словом описанное существительное состояние были в этой ситуации. Вот сколько найдете, столько выписывайте. Сколько найдете, может, я погорячилась. Просто вот самое главное, что вы видите в этой истории, что на это повлияло. Так тоже мы делаем с 10 историями и переходим к завершающему шагу. Обширная задача, но у вас тут тоже все автоматически уже подтянулось. Во-первых, уже автоматически посчиталось, какое из слов вы использовали чаще всего в историях. Так как у меня одна история, у меня и безопасность, и доброта, и красота, и постоянство, и самолюбование использовались один раз. Но если, давайте на примере посмотрим, у меня была бы еще заполнена вторая история, я бы здесь нажала еще раз красота, а здесь бы нажала еще раз доброта, постоянство, а здесь еще раз красота, просто для примера, да, то когда мы перейдем к следующему шагу, то у меня будет написано, что ценность красота использовалась в моих историях как ценность 3 раза. То есть какой-то вывод можно сделать. Выборка 10 историй не такая уж и большая. Это не охватывает все сферы вашей жизни. И именно поэтому мы смотрим на эти цифры, они нам помогают, они наши маячки. Но это не то, что если у вас там топ-5 получилось, да, у вас там красота, постоянство, оно не в топ-5, а вы этого не чувствуете, такого отклика, это не значит, что это ваши топ-5 ценностей. Нет, тут тоже вы садитесь, анализируете, какие слова вы выписали, какие действительно к вам относятся, какие вам больше откликаются. И выписывайте уже сами, опираясь на свои чувства, не на те цифры, которые здесь есть. Это только ваши путеводные ниточки какие-то. Выписывайте сюда свои ценности. 5 ценностей, которые вы считаете наиболее актуальными для себя. Скорее всего, эти ценности топ-1 точно с вами с детства, прослеживаются в детских историях. Вы выписываете сюда и также выдаете им баллы от 5 до 1 по
своему усмотрению. Зачем я предлагаю выписать баллы? Потому что не всегда можно соблюдать все 5 ценностей, и вам надо понимать, куда свою энергию перераспределять, и тогда уже можно посмотреть, что у вас все-таки топ-1, и куда вы хотите свою энергию вливать в свое время, свои решения. Если вы абсолютно не согласны с тем списком, что получился, тогда, конечно, надо задать вопрос, во-первых, насколько честными вы с собой были при рассмотрении этих историй, а если не было выявлено никаких повторяющихся паттернов, то предлагаю вернуться к первому шагу и добавить еще историй. Здесь было только 10. Обычно рекомендуется 20 историй выписать, 50 историй выписать. Но, я бы тогда вообще ничего не сделала. Я думаю, что мало бы кто сделал, поэтому, если вам не хватило 10 историй, вернитесь назад, вернитесь к первому шагу, и там можно добавить еще 5 негативных, 5 положительных, и еще раз все проанализировать. 1000% у вас будут похожие слова, похожие ситуации, и вы увидите какую-то последовательность, которая приводит к тому или иному результату. И когда вы оценки ценностям дали, выписали топ-5, от 5 до единицы их распределили, то тоже у вас все в порядке автоматически поставится. Там, например, если красота, видите, я ее здесь пишу, она сразу здесь тоже есть. Например, красота, доброта, что там еще? А что еще можно? Честность. Вот вы выписали топ-5 своих ценностей, и я считаю, что честность — это для меня вообще очень важно. Это с детства приводит к ситуациям, что если я честная, люди вокруг меня честные, то все, мне вообще нравится ситуация, я потом чувствую себя хорошо, я ставлю ей 5, она сразу наверх перемещается. Я считаю, что красота — это важно для меня, но по сравнению с другими ценностями в этом списке не так важно. Я ставлю единицу, доброте ставлю 2, упертости 4 и самолюбованию 3. Они уже в порядке, том, в котором вы их оценили, они здесь автоматически все расставили. Последний шаг, самое последнее — дать описание ценностям. Это очень краткое, емкое описание, чтобы не забывать смысл, который вы вкладываете в эти слова. Согласитесь, мы быстро меняемся, мир сейчас такой, и ваши взгляды неделю одни, через месяц, через 2 другие. И вы могли дать например, честности 5, а через полгода открыть этот список и вообще не понять, почему у вас у честности 5, выше балл по моей шкале. Поэтому предлагаю всегда таким одиночным словам давать краткое описание, какой смысл и что вы туда вложили. Краткое, буквально 2 предложения, описание, что для вас честность. Напишите в таблице, инвестируйте сюда свое время, и потом вы точно не забудете, почему у вас такая шкала, почему у вас эти топ-5 наверху. Вдруг вы на 2 года забудете вообще про эту таблицу, потом вернетесь и подумаете: боже мой, что это такое? Поэтому напишите. И когда мы это все сделаем, мы отмечаем шаг как выполненное. Здесь всплывает уведомление, что поздравляю, 5 ценностей вы выявили, не забывайте их обновлять время от времени, и можно вернуться на главный экран. Когда мы сделали все и возвращаемся на главный экран, у нас здесь, где была справа пустая таблица, появляются наши топ-5 ценностей с описаниями, которые мы дали. Они здесь тоже все потянутся автоматически, и внизу все шаги будут с желтым кружочком оранжевым гореть цветом, что значит, что все выполнено. Такой шаблон я сделала, основываясь на информации, которую нашла. Я не коуч, я не психолог, у меня нет профильного образования. У меня был очень большой интерес к этой теме. Я прочитала много статей в официальных источниках, в неофициальных источниках, просто в целом разбросанных по интернету. Выбрала тот путь, который удобен мне. Сейчас экспериментирую, внедряю эти ценности в свою жизнь. Даже не внедряю, просто смотрю, как, если я опираюсь на эти ценности при принятии решений, я себя чувствую, экспериментирую, что из этого выходит. Всю информацию, все задачи, задания, описание ценностей, которые есть в этом шаблоне, вы можете найти в открытом доступе. Ценность данного пространства в том, что информация уже разбита на блоки, она оформлена в Notion, она интегрирована интерактивно сюда, оформлена красиво, с ней приятно работать, это не сесть и заполнить таблицу. Если вам подходит сесть и заполнить таблицу, информация
абсолютно открыто каждому человеку. Если вам хочется поработать конкретно с этим шаблоном, то у вас есть два способа его получить. Первый, в описании под видео, как всегда, есть ссылка на шаблон. Он в этот раз не бесплатный, но достаточно символически стоит, и ваш донат пойдет в поддержку канала, на развитие, на мотивацию меня как автора. Просто сказать спасибо, что кто-то этим занялся и оформил. Второй способ вообще бесплатный. Вам просто надо написать любой комментарий к этому видео, поставить лайк и написать мне в Инстаграм, ссылка есть в описании под видео, хочу шаблон. И я вам пришлю ссылку для дублирования на этот шаблон, который вы сможете заполнить бесплатно, просто поддержав этот канал комментарием. Я считаю, сделка хороша. Так что пишите комментарии, и потом пишите мне в Инстаграм, чтобы я вам прислала доступ к этому пространству. Такая история, рада была с вами увидеться. Я хочу подытожить это все тем, что ценности, они не высечены на камне. Вы меняетесь, и время меняется, и с течением времени ваши ценности могут не просто ранжироваться по шкале, а становиться другими. Это нормально, поэтому хороший план, пересматривайте их раз в полгода, раз в год, все еще это для вас важно или нет. И раз уж вы столько времени своего уделили, чтобы посмотреть это видео и, возможно, в дальнейшем заполнить этот шаблон, то я думаю, вы можете уделить еще немного времени тому, чтобы пожить неделю, месяц, опираясь на эти ценности, или попробовать применить их действительно к ситуациям, к важным решениям, к обычным решениям, которые возникают каждый день в жизни каждого человека. Я пробую. Если вы уже работали со своими ценностями, если вы уже как-то к этой теме пришли, тоже обязательно напишите в комментарии, мне сейчас это интересно. Интересно с вами будет на эту тему пообщаться. Как вам пространство в Notion? Интересно ли в таком поработать? Тоже пишите обязательно. Я напоминаю, что на этом канале мы создаем свою идеальную цифровую инфраструктуру. Сложно звучит, но на деле легко. С вами была Маша. Всех целую, обнимаю, всем пока-пока и до новых встреч. Я обычно говорю на этом же месте, но я думаю, что в следующем видео я буду уже на другом месте. Увидимся с вами в какой-то еще раз, в другой обстановке. Вы со мной еще и путешествуете. Классно было повидаться. Как вам тема? Что вы ждете дальше? Какие темки? Я вам на конец видео закидала вас вопросами, просто умереть. Ну вы ответьте на какой-нибудь. Все, пока-пока.